Всем привет, с вами Виталий Соколов. Сегодня мы с вами попробуем проанализировать ситуацию с популярностью языка Паскаль и его диалектов в социальных сетях и интернете в целом. Давно ходят споры о том, какой размер аудитории у этих языков и сред программирования. Данное видео не даст точную объективную цифру, но оно должно показать, в каких странах есть активные пользователи этих языков и каково их примерное количество. Возможно, данное видео поможет понять, какое же есть комьюнити и где искать программистов по Pascal, Delphi, Object Pascal, Lazarus, Free Pascal, pascalabc.net, Code Typhon, MSE IDE и многие другие. Возможно, просмотр видео поможет понять и определить, на какие страны и разговорные языки делать ставку при создании контента для аудитории Pascal и его диалектов. Также знание канала VGroup по языку Pascal, а также его диалектам позволит вам узнавать о новостях, общаться с программистами и задавать интересующие вопросы, что важно не только для новичков, но и для опытных пользователей. А перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал, поставьте палец вверх этому видео и напишите комментарий. Это важно для развития и продвижения канала. Также я буду очень благодарен, если вы финансово поддержите канал по реквизитам в описании под видео, чтобы деятельность канала могла продолжаться и быть бесплатной. Заранее спасибо. Я предлагаю посмотреть текущую ситуацию по языку Delphi и Object Pascal в рейтингах среди языков программирования. Но учитывайте, что количество языков программирования постоянно растет и происходит дробление рынка языков программирования на более мелкие доли. Поэтому часто можно увидеть, как какой-то язык поднимается в рейтинге, но его доля на рынке при этом падает. В декабре 2021 года в рейтинге TIOBE Delphi поднимается на 16 место. Это на 2 позиции выше, чем в прошлом году. В феврале 2022 года Delphi занимает уже 15 место, поднявшись на 2 позиции по сравнению с прошлым годом. В марте 2022 года Delphi поднимается уже на 12 место и держится на нем до сих пор. На данный момент у нас идет июль 2022 года. Но при этом доля на мировом рынке у Delphi и Object Pascal продолжает расти. Если мы посмотрим на рейтинг PYLP от сервиса GitHub, то мы видим, что Delphi там продолжительное время находится в районе 28 места и остается на этой позиции до сих пор. Для региона Америки он находится на 27 месте, для Индии на 24, для Германии на 19. Дело в том, что до сих пор очень небольшой процент Pascal-программистов используют GitHub для своих проектов. Изменится ли это в будущем? Посмотрим. О чем нам говорят эти рейтинги? Активность пользователей Delphi и Object Pascal растет или остается на том же уровне от месяца к месяцу. И примерно такими же темпами растет и его популярность. Но никаких данных о количестве пользователей у нас все еще нет. Поэтому переходим дальше. Предлагаю начать с сервиса YouTube. Если попытаться найти видео с наибольшим количеством просмотров по нашей теме, то вы увидите примерно следующие варианты. Нам они говорят о следующем. Надеяться на миллионы просмотров по теме Pascal, Delphi, Lazarus, pascalabc, Free Pascal не стоит на данный момент. Но найти аудиторию на тысячи, десятки тысяч или даже сотни тысяч просмотров очень даже можно. Также мы видим, что русскоязычный контент более востребован в этой выдаче. Из неожиданностей стоит отметить, что наиболее популярными являются видео по языку pascalabc.net, и только за ним идет Free Pascal, Delphi и Lazarus. Далее рассмотрим наиболее популярные YouTube каналы в этой теме. Я старался отбирать в список только те каналы, которые соответствуют одному или нескольким из перечисленных ниже правил, за редким исключением. YouTube-канал должен полностью быть посвящен Pascal языкам. Или YouTube-канал должен быть посвящен Pascal языкам частично, но процент видео по ним один из самых высоких на канале. Либо YouTube-канал посвящен Pascal языкам частично, но количество видео на канале по ним довольно большое. Наиболее популярным каналом из найденных мной является канал Neri Neitske. Более 76 тысяч подписчиков. Это бразильский канал по различным языкам программирования, но наибольшее количество видео, более 100, по среде программирования Delphi. Далее идет канал из США School Freeware, 49 тысяч подписчиков. Тематика данного канала смешанная. Имеется плейлист с курсом программирования на Free Pascal и Lazarus. Handy, канал из России,
47 100 подписчиков. На канале видео по очень разным темам, но есть и плейлист с видеоуроками по Delphi. Порядка 47 видео. Эдуард Мецкер. Канал из России. 42 000 подписчиков. На этом канале вы найдете курс программирования по языку Pascal abc.net. Embarcadero Technologies. Канал из США. Порядка 37 500 подписчиков. Канал посвящен Delphi, C++ Builder и другим проектам компании. Адриано Соуза. Канал из Бразилии. Порядка 23 000 подписчиков. Канал посвящен различным языкам программирования. Имеется много плейлистов о программировании на Delphi. Рауф Рахича. Канал из Алжира. Порядка 14 500 подписчиков. Канал посвящен различным языкам программирования. В плейлисте по Delphi уже находится порядка 50 видео. Mr. Long Education. IT and CAD. Канал из Южноафриканской Республики. Порядка 14 200 подписчиков. Канал посвящен среде программирования Delphi, базам данных и работе с офисным программным обеспечением. Дэниел Морайс Info Quotidiano. Канал из Бразилии. Порядка 14 100 подписчиков. Канал во многом посвящен среде программирования Lazarus IDE. Академия do Código. Канал из Бразилии. Порядка 13 700 подписчиков. Канал посвящен среде программирования Delphi и C++ Builder. На канале много плейлистов. The Mr. Dan 3D. Канал из России. Порядка 12 000 подписчиков. Канал посвящен изучению программирования на языке Pascal abc.net, C++, Lazarus IDE и немного C#. Но подобных YouTube каналов намного больше. Весь найденный мной список YouTube каналов предлагаю посмотреть в виде рейтинга, который отсортирован от каналов с наибольшим количеством подписчиков к каналу с наименьшим количеством. Всего YouTube каналов 415, но это только те, которые нашел я. На самом деле их намного больше. Всего подписчиков на всех каналах более 822 тысяч. Даже если мы попробуем отбросить неактивных зрителей и часть зрителей с каналов со смешанной тематикой, то итоговая цифра у нас незначительно упадет, поскольку количество подписчиков почти всегда ниже количества зрителей, которые смотрят без подписки на канал. Иногда процент неподписанных достигает порядка 50-75% зрителей канала. Если вам известны еще какие-то YouTube каналы, о которых мне неизвестно, напишите об этом в комментариях под видео. Если делить каналы по разговорным языкам, то получаем примерно следующую ситуацию. Вы видите рейтинг языков по количеству каналов по ним. Также вашему вниманию предлагается рейтинг языков по количеству подписчиков на каналах по ним. Как мы видим, на первых местах находятся в основном те языки, на которых разговаривают во многих странах в мире. Это международные языки. А вот за ними уже идут более локальные языки внутри своих стран. Теперь посмотрим на сеть Telegram. На экране вы видите список групп в этой сети по нашим языкам программирования. Общее количество подписчиков почти 17 тысяч. Общее количество групп более 40. Далее посмотрим на группы в социальной сети ВКонтакте. Общее количество подписчиков в этих группах немного менее 1 миллиона. В Twitter найдено 38 страниц, из них 28 на английском языке, 3 на арабском, 2 на португальском и по одному на нидерландском, немецком, индонезийском, испанском, арабском и русском. Общее количество подписчиков около 300 тысяч. Далее рассмотрим группы в российской социальной сети «Одноклассники». Данной социальной сетью пользуются в основном жители стран бывшего Советского Союза. Всего подписчиков в этих группах более 6 тысяч человек. В Фейсбуке найденных групп 27. Из них 15 англоязычных, 4 на португальском, 2 на арабском и по одному на немецком, тайском, индонезийском, французском, польском и русском языках. Общее количество подписчиков почти 112 тысяч. В Инстаграме найдено 7 аккаунтов, 4 из них на португальском и по одному на арабском, русском и индонезийском. В сети LinkedIn найдено 6 тематических страниц. Из них 2 на английском,
английском и по одному на португальском, русском, индонезийском и нидерландском языках. В Discord найдено 3 англоязычных и 2 русскоязычных канала. Общее количество подписчиков почти 1800 человек. Также вы видите отдельным списком найденные группы, страницы и сайты с меньшим количеством подписчиков, которые не вошли в предыдущие списки. Подводя итог, можно сказать, что языки Паскаля и его диалекты до сих пор активно используются по всему миру. Сами языки и среды программирования также постоянно развиваются, и их популярность растет. Суммарное количество Паскаля аудитории насчитывает около 1 или 1,5 миллиона человек. Но это мы с вами не учли аудиторию с различных форумов, сайтов, учебных учреждений и некоторых компаний. Если учитывать и их, то итоговая цифра может подняться примерно до отметки от 2 до 8 миллионов человек. Но считать пользователей там еще сложнее. Поэтому можно сказать, что аудитория большая и есть потенциал по ее увеличению в будущем. Важно, чтобы были те, кто будет заниматься популяризацией своих любимых языков и сред программирования. На этом у меня все. В комментариях под видео напишите мне, если нашли какие-то ошибки, а также пишите неизвестные мне группы и каналы в социальных сетях, которые могли бы оказаться в этом видео. По традиции прошу еще раз вас подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, поставить лайк и поддержать данный канал. С вами был Виталий Соколов. До встречи в следующих видео.